Сегодня имя Алексея Макарова известно всем любителям кинематографа. Главные черты характера этого актера – стойкость и целеустремленность. Если бы не эти качества, он, может, так и остался бы просто сыном известной актрисы и не добился бы никаких высот. Он популярный и востребованный, хотя начинал свою творческую биографию с незначительных эпизодов. В молодости у Макарова были проблемы с алкоголем, что абсолютно не приветствовала ни одна его возлюбленная. Непростая натура актера искала свою любовь, единственную на всю жизнь. Все романы парня были на виду у общественности. Но есть ли на данный момент жена и дети у Алексея Макарова? Об этом и пойдет сегодня речь. Алексей Макаров появился на свет 15 февраля 1972 года в творческой семье актеров Любови Полищук и Валерия Макарова в Омске, где супружеская пара выступала и работала над совместным проектом. До этого родители Макарова уже успели обрести определенную популярность, выступив в Кремле, однако в Москве на тот момент им задержаться не удалось. Поэтому пара вернулась в родной город, и первые годы Лёши прошли именно там. Вместе с родителями он с малых лет знакомился с миром театральных подмостков, секретами закулисья и радостью от оваций зрителей. Любовь и Валерий брали с собой на выступление малыша, так как его не с кем было оставить. Во время гастролей он также всегда сопровождал Полищук и Макарова, которые за 5 лет успели побывать практически в каждом городе страны. Карьера Любови постепенно шла в гору, из-за чего пара решила отправиться в столицу, чтобы снова попробовать покорить мир театра и кинематографа. Через несколько месяцев после того, как актеры купили в Москве квартиру, отношения в семье перестали ладиться, и это привело к неминуемому разводу. Больше всего расставание родителей ударило по маленькому Лёше, который теперь остался совершенно один. У мамы, которая трудилась в столичном мюзик-холле, не оставалось возможности приглядывать за сыном, и чтобы мальчик не был все время в одиночестве, актриса приняла решение отправить его в школу-интернат. В ней будущий артист Алексей Макаров провел несколько лет. К тому времени, как он снова вернулся в семью, мать будущего актера успела второй раз выйти замуж и обзавестись еще одним ребенком. Слава матери гремела по всему Советскому Союзу. Лёша теперь жил с Полищук, отчимом и младшей сестренкой, Машей, которая впоследствии, как и Любовь, решила связать свою жизнь с карьерой актрисы, посвятив себя выступлениям в театре у Никитских ворот и съемкам в телесериалах. Алексей во время обучения в школе совершенно не думал о том, что однажды станет актером, пойдя по стопам родителей. После окончания 8 класса молодой человек решил поступить в училище, выбрав себе профессию краснодеревщика. Однако родители выступили против подобной задумки, считая, что мальчику лучше закончить полный курс общеобразовательной школы, а только потом определяться со своей будущей специальностью. Серьезный разговор с пасынком провел Сергей Цыгаль, у которого с Алексеем сложились доверительные отношения. Он уговорил Макарова остаться в школе, и тот его послушался. За 2 года будущий актер пришел к выводу, что его все-таки манит театральная и кинокарьера. Когда Макаров подался в ГИТИС впервые с целью поступить на курс актерского мастерства, он провалил вступительные экзамены, из-за чего упустил целый год. Вместо обучения Алексей Макаров занялся работой. Он подрабатывал продавцом, грузчиком и пожарным. В феврале сыну Полищук исполнилось 50 лет, однако в его жизни все так же бушуют страсти. Алексей может похвастаться насыщенной личной жизнью, так как все его романы даже сосчитать тяжело. Актер был трижды официально женат и состоял в отношениях со многими красавицами и коллегами-актрисами. Первой избранницей и официальной супругой Алексея была Мария Спиранская. Девушка работала журналисткой, и с ней Макаров познакомился на заре своей карьеры. Парочка провела вместе несколько месяцев, после чего бурный нрав актера привел к ссорам и скандалам, которые стали сначала причиной раздельной жизни, а затем и развода. Чуть позже артист познакомился со своей второй женой. Ею стала Ольга Силаенкова. Вскоре первое очарование спало, и парочка перестала испытывать друг другу теплые чувства. Взрывной темперамент Алексея никуда не делся, так что и эти отношения потерпели фиаско. Актер не скрывал, что из-за проблем в личной жизни и временного отсутствия ролей начал выпивать. Когда выходишь из запоя, становится невыносимо стыдно перед самим собой. Начинаешь понимать, что, пытаясь утопить свои проблемы в водке, сделал себе только хуже, признавался он. Алкоголь облегчает переживания, но раскаяние, которое наступает после, несравнимо острее. Сейчас меня любой нарколог вычислит и поставит алкоголизм 3-й степени. Макарову стало не до романов. Он узнал о смертельном заболевании матери. Впоследствии актер так и не простил второму мужу родительницы, Сергею Цыгалю, что тот не сразу раскрыл правду о ее диагнозе. «Моя жизнь изменилась.
Я снимался в кино, встречался с друзьями, в общем, весело проводил время. А должен был все бросить, поднять на ноги врачей и сидеть рядом с мамой, не отходить ни на шаг, ведь она умирала», – сетовал Макаров. После курса химиотерапии Любови Полищук становилось все хуже. Выходя из ее палаты, Алексей садился в машину и выл от невозможности помочь близкому человеку. 28 ноября 2006-го актриса умерла. Макаров тяжело переживал потерю, но в непростой период его поддержала новая возлюбленная – Анастасия Макеева. Она также актриса, и парочка даже работала над совместным проектом в Северной Африке. Именно проект в Тунисе стал причиной разрыва артистов. Алексей Макаров и Анастасия Макеева поссорились вовсе не из-за фильма, а из-за того, что во время вспышки гнева Алексей поднял руку на свою избранницу. И ладно бы это случилось за закрытой дверью, тогда, возможно, девушка и простила бы возлюбленного. Но свидетелями рукоприкладства стала вся съемочная группа. Такого оскорбления стерпеть Настя не смогла. Она ушла от Макарова. Однако Алексей недолго пробыл в одиночестве. Совсем скоро он увлекся другой женщиной, Викторией Богатыревой. Актеры были вместе меньше 2 лет, но Виктория оказалась единственной, кто подарил Алексею дочь Варвару. Семью создать не вышло. Избранник вел себя эгоистично, забывал о родных, напивался так, что приходилось вызывать врача. Но после расставания экс-влюбленные договорились, что продолжат заботиться о дочери Варе, тем более Макаров так боялся повторить ошибки собственного отца, бросившего его после развода с матерью. С осени 2011-го Макаров начал жить вместе с Марией Мироновой. Есть информация, что они официально расписались и на протяжении 2 лет казались гармоничной и счастливой семьей, однако их счастье было недолгим, как и все предыдущие отношения Алексея. Вспыльчивый и ревнивый характер мужчины не позволил ей вынести созерцание возлюбленной в объятиях другого мужчины, даже несмотря на то, что это была лишь постановка. Мария появилась в откровенной сцене, а разнервничавшийся Алексей устроил по этому поводу настоящий скандал. В итоге пара рассталась. Через несколько месяцев Макаров решил всерьез заняться своей физической формой. Он похудел на 30 килограммов. Сам актер заявил, что долгое время просто не обращал внимания на свой внешний вид. Однако лишний вес плохо сказывался на здоровье, поэтому ему пришлось записаться в тренажерный зал и воспользоваться услугами диетологов. Следующей избранницей сына Любови Полищук стала Ольга Филиппова. Вместе с ней Алексей появлялся на светских мероприятиях и в московских ресторанах. Чуть позже в интервью Макаров признался, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Всю жизнь артист боялся повторить ошибки отца-алкоголика, не стремившегося общаться с ним после развода с Любовью Полищук. Увы, но Алексей все же повторил его ошибки. Вскрылось, что Макаров не видит дочь Варвару. Поговаривают, будто он перестал общаться с Варварой и больше не принимает участие в ее воспитании. Сам актер ничего по этому поводу не говорит. А Виктория, мать девочки, призналась журналистам, что подобные выходки являются следствием непостоянности актера. В последнее время он перестал давать деньги дочери и, пообещав отвезти ее на море, забыл о собственных словах. Дочь Алексея была ужасно расстроена таким поворотом событий, отчего заявила, что больше никогда не хочет его видеть. В первое время девочка очень переживала, но со временем на смену слезам пришло равнодушие и нежелание видеться со звездным папой. Когда Алексей снова попытался восстановить отношения с Варварой, девочка отказала отцу в совместных встречах и даже телефонных разговорах. Бывшая избранница актера Виктория Богатырева недавно публично обвинила его в том, что Алексей не выходит на связь, не платил алименты на содержание ребенка. Раньше Макаров заботился о бывшей семье, снял им хорошую квартиру рядом с престижной школой, устроил туда наследницу. В качестве причин исчезновения Вика назвала занятость экс-супруга, а также новые отношения, в которые тот мог окунуться с головой.